Апреля 1986 года. 1 час 23 минуты. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. В результате взрыва 4-го энергоблока возник пожар. 1 час 23 минуты. Первыми по тревоге были подняты подразделения пожарных частей, расположенных вблизи станции. ВПЧ-2, караул лейтенанта Владимира Правика. СВПЧ-6, караул лейтенанта Виктора Кибенка. Профессионалы. Они знали свое дело. Но в ту минуту никто из них не мог представить всю трагическую степень разрушения станции. Она не предусматривалась даже теоретически. Против огня они были вооружены техникой и опытом. Но они не предполагали, что столкнутся с тем, против чего у них не было ни опыта, ни защиты. Что это будет впоследствии, все одно так. Выполняли работу свою непосредственно, которую нужно. Вот видим пламя, значит надо его... Люди, в принципе, не знают. Ну, фактически... Нет, почему? Знали все уже. знали, что графит это из реактора, радиоактивен. Прочее, Наша была потушить пожар, как обычно. Наша же работа такая. Эта работа была равна подвигу. Зная, на что идут, они пошли. Все. Без исключения. 1 час 23 минуты. Взрыв, здание всколыхнулось. И стекла задребезжали, я прокатился. Хотел на часы посмотреть, тут трава сыграла. Я перескочил, одел боевку и на фасад. Машины уже на фасаде были. Над станцией было облако, черное облако, пол трубы занимало. И снизу вроде как гриб. Вроде. Ну, машины сели побыстрее, я спросил, что такое? Да вроде станция, что взорвался. Такое, значит, впечатляющее. Значит, выскочил в гараж, лежит Сергей и кричит: станция взорвалась, горит. Я к воротам, ворота открыл, прыгнул в машину, выехал на фасад. И вдоль машины так подбегает правее. Я кричу: Володя, ну что, как, что есть? Махнул, говорит, езжай. Я говорю, я сейчас позвоню следом. Поехал, говорит, я спрашиваю в машине, как, что, мол, можно ли туда ехать, еще спрашиваю. Пришел, Володя спросил, он говорит, ну кто промолчал, а Иван? Ну, Шаврей. Говорит, не знаю, говорит, указания не петли, поехали, там разберемся. Услышал тревогу, поднялся, прибежал к диспетчерской, там находится правик, сказал, остаешься здесь на пульту, мы все выезжаем по 3-му номеру ГЗО. Ну, я сел за пульт, позвонил на ЦШУ, узнал обстановку. Ну, точно мне не могли сказать, что там взорвалось, никто еще не знал. При подъезде к 4-му блоку правик по рации передал, что 3-й номер вызова, подтверждаю. 1 час 30 минут. Караул лейтенанта Правика первым прибыл к месту аварии. Взрыв произошел в реакторном отделении 4-го блока станции, передал начальник караула Правик.
Танечка, иди сюда быстрее, нас атомная горит. Ой, Заявлено. 3-й и 4-й блок электростанции. В результате взрыва горит крыша. Передал диспетчер Галуза. Звонил, информацию передал на Киев, затем вызвал скорую помощь, милицию, Чернобыль, 17-й участок. Затем Правик еще раз мне позвонил, что нахожусь на 4-м блоке, сильная радиация. 1 час 35 минут. К месту пожара прибыл караул Виктора Кибенка. В результате взрыва порваны сухотрубы и прокладывается магистраль. Передал начальник караула Правик. Слушаю. Нам надо добраться до всякой станции. Ну вот он я. Это вы, да? Да. Какая обстановка у вас там? Спросите что-нибудь полегче. Большие разрушения. Это первое. Это главный корпус. Да, главный корпус, 4-й блок. Да, корпус, крыша помещение попасть нельзя. Крыша горит. Да все разрушилось. У меня и крыши-то половина нету. Разрушилось? Конечно. Вы на своих затом вышли? А? На своих затом вышли? Как же? Выше, да? Конечно. Хорошо, вот мы поднимаем все область туда. Поднятые по тревоге спешили к станции пожарные подразделения Киева и Киевской области. В повышенную боевую готовность приведены пожарные службы соседних областей Украины и Белоруссии. К месту аварии прибыло подразделение пожарной части из Чернобыля. 1 час 46 минут. На станцию прибыл начальник пожарной части по охране АЭС майор Леонид Телятников. Это был последний день его отпуска. В ночь с пятницы на субботу ему оставались еще сутки отдыха. Я прибыл на станцию где-то без 10 или без 15-2. Значит, вошел со стороны второй проходной, подбежал к блоку, увидел такое голубоватое свечение, оно вначале красное, потом сейчас светлее и переходит уже где-то, может, на такой отметке вот, выше, уже такое как голубоватое. И оно с земли очень хорошо смотрится. Ну, эта картина как-то магнитила или завораживала, поэтому сразу на кровлю начал подниматься. Что меня поразило, значит, такие гигантские ворота, куда вот заезжает вагон с топливом, значит, он полностью помещение. Их не оказалось. Я еще говорю, Сергей, я говорю, где ж ворота здесь? Я говорю, по 5 топ воротей на каждой, и их нету. К станции подъехали, 4-й блок, пошли в разведку с ним. Павлович на меня говорит, давай, Михайлович, бери машину и туда, на ту сторону, на крышу. Я говорю, а вы с кем будете? А я говорю, тут с площадью персоналом, пойду туда, посмотрю, что к чему. Так и расстались с ним. Прищепал, первый пошел, на кровлю марзала. Начинаем тушить, то там загорится, то там загорится. Расплавленный такой, это битум. Температура была большая, расстегивались, каски проснимали. Кровля была пробита, на 4-й машине полностью светилась. Мы там находились, когда нас сняли с крыши. Горела крыша вспомогательного блока. Пламя грозило проникнуть в кабельные каналы, разрушить систему управления всей станцией. В чрезвычайной опасности оказался 3-й энергоблок с работающим реактором. Туда было направлено подразделение дежурный караул СПЧ-6 под руководством лейтенанта Кибенка. И он поднялся вначале, он и 4 человека его пожарных. На помощь им, я уже рассказывал, что на помощь было снято одно отделение второй части. И Владимир Павлович Правик, начальник дежурного караула, сознавая, что здесь на машинном зале, значит, очаги пламени сбиты, дежурство организовано, он для оказания помощи, значит, вместе с отделением поехал в сторону к 3-му энергоблоку и принимал участие, оказывал практическую помощь, потому что он лучше знает станцию, чем подразделение городской пожарной части. Ну и показывал, как пройти, как подняться. Таким образом, оказалось там их 5 человек,
Впоследствии был направлен 6-й. Их было 6 на самом опасном участке, рядом с открытым реактором. Но под угрозой был 3-й блок, и во что бы то ни стало им нужно было выстоять, сбить пламя, победить его. И они победили. 2 часа 50 минут. Опасность пожара на 3-м блоке ликвидирована. В это время спустился с верхней отметки Владимир Павлович Правик. Состояние у него было просто страшное. Круглое красное лицо, круглые на выкате глаза, одышка. Я направил одного пожарного, чтобы вызвал скорую помощь. Дело в том, что машины скорой помощи стояли у проходной. После того, когда отправил Правика, начал подниматься наверх, почувствовал, что дальше уже идти не могу, задыхаюсь и уже нет сил. Я это связывал с тем, что он много бегал. Думаю, просто усталость сказалась уже недостаточно. Поэтому решил вызвать до симметриста, чтобы они действительно определились. То ли часа 3 было, то ли полчетвертого. Время большое уже пошло. Потом вот Найдюк, Толик и вот Миша Криско приходят ко мне и говорят, наши хлопцы увезли у нас скорой помощи. Там, объяснил мне, все рассказал. И где-то, через несколько, чуть попозже, наверное, Тятников подходит, говорит, кому ты воду даешь, там уже никого нет. 3 часа 22 минуты. Из Киева прибыла оперативная группа областного управления пожарной охраны. С момента аварии прошел 1 час 59 минут. Пожар полностью ликвидирован на крыше машинного зала на всех этажах реакторного отделения. 7, бывавших в самом пекле, увезла скорая. Отправлен в санчасть Телятников. 4 часа. В зоне аварии сосредоточено 37 пожарных подразделений, 240 человек личного состава, более 80 единиц пожарной техники. Делает обход, потому что он был вулкановый. Скажем, определить... Внешних очагов пожара нет сейчас. 6 часов 35 минут. Пожар полностью и везде ликвидирован. Это была их победа. Они знали, на что идут, знали, какой объект отбивали от огня. Но еще 5 месяцев здесь шла героическая работа по ликвидации последствий аварии на 4-м энергоблоке. Тысячи людей, сменяя друг друга, укрывали разрушенный реактор в бетон и металл. Пять месяцев вместе со всеми на самых опасных участках работали пожарные. 3-4 минуты работы там, где первые пожарные работали почти 1,5 часа. Припять убит не на войне. В мирное время. Мирным атомом. Зона радиоактивной опасности очерчена 30 километрами. Кто знает, как далеко протянулась бы она, если бы не пожарные. Их было 28. Тех, кто принял первый удар чернобыльской беды. К их беде все человечество отнеслось как к собственной.
Все, чем располагала современная медицина, что могли дать доноры, костный мозг, кровь, было использовано. За их жизни боролся весь мир. И тех, кто погиб, оплакивал тоже весь мир. Особое братство существует между пожарными всего мира, выполняющими суровые требования службы с исключительным мужеством и отвагой. Мы, пожарные города Скенектади, штат Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, восхищены отвагой наших братьев из Чернобыля и глубоко опечалены их гибелью. Так было в Чернобыле. Боевыми наградами отметила Родина подвиг пожарных. 6 удостоены их посмертно. Владимир Правик, Виктор Киренок, Владимир Ишура, Василий Игнатенко, Николай Тетинок. Don't forget to subscribe to the channel and share this video with your friends. Good luck.